Я думаю, что сегодня вас ждет очень интересный сравнительный тест, потому что мы собрали, наверное, самые популярные седаны в Украине, хотя да, один из них лифтбэк. Итак, обновленная Toyota Camry, она же Camry, Mazda 6 Turbo и 508 Peugeot, инновационный, очень интересный лифтбэк. Вы смотрите программу «Две лошадиные силы», и мы начинаем наши тесты. Переставку я начинаю с Toyota. Обычно она раньше всех заканчивает, и сложную работу я предпочитаю делать первой. Тестовый заезд на скорости в 55 км в час Toyota выполняет образцово. Никаких замечаний. На 60 та же история. Все надежно и предсказуемо. А вот на 65 мне начинает казаться, что автомобиль уж слишком вертлявый. Похоже, за ним нужен глаз да глаз. На скорости в 70 км я сдвигаю фишку, а нашу Camry волочит в сторону условного противника. Приходится все делать аккуратнее и тоньше. Это приносит свои плоды. Кстати, отметка в 75 преодолевается как-то легче, но уже понятно, что это мой потолок. Дальше нужна трасса пошире и добро на царапины на автомобиле. Mazda отметку в 55 км проходит в штатном режиме. Принято считать, что она управляется лучше, чем Toyota. И вообще принято считать, что все управляется лучше, чем Toyota. На скорости в 60 км у Mazda тоже все стабильно и согласно штатному расписанию. На 65 мягко начинает вмешиваться система курсовой устойчивости, но она не мешает, а реально пытается помочь. То же самое происходит на скорости в 70 км. Traction реально помогает и вытормаживает автомобиль в нужных местах и в нужное время. Главные трудности начались на отметке 75 км в час. Сначала я пытался зайти очень тонко и сбил фишку на входе. Дважды. На 75 автомобиль реально превращается в необъезженного мустанга, и справиться с ним очень непросто, но можно. Переставку на скорости в 75 км в час Mazda 6 преодолеть таки способна, но делает это с третьей попытки. На Peugeot 508 у меня большие надежды. Это европейский автомобиль из знаменитой семьи, которая понимает в строительстве машин хоть на ралли, хоть на кольцо. 55 километров Peugeot проходит даже без сброса газа, на круиз-контроле. На 60 меня начинает раздражать маленький руль и хочется рейку покороче, или таки руль побольше. На 65 система курсовой устойчивости включается в работу и выглядит эффективным ассистентом. Отметка в 70 километров – история интересная. Интересная, потому что Peugeot ее не может преодолеть. Вернее, не он, а шина. Я в этом уверен процентов на 90. Она просто не держит, и автомобиль не спасает даже система курсовой устойчивости. И это при том, что автомобиль обут в Michelin. Просто он немного не тот. На 508-м Michelin Primacy 4, а хотелось бы Michelin Pilot Sport 4. В общем, с большим трудом и с третьей попытки мне удалось проехать переставку на скорости в 70 км в час. Дальше рисковать на Peugeot не было смысла. Во что были обуты конкуренты? Toyota и Mazda были обуты в Bridgestone Turanza T005A. У Toyota 18 диски, у Mazda 19, у Peugeot 18. Кто победил в этом упражнении? Я считаю, что Toyota. Она за меньшее количество попыток достигла своего и моего потолка. И это, конечно, достаточно сенсационный результат, потому что на Toyota я точно не ставил. Багажники — это, конечно, отдельная история в наших автомобилях. Давайте посмотрим, как они открываются. Вот, например, Toyota Camry. Нажимаем на кнопку, у нас есть пультик. И посмотрите, багажник открылся у нас полностью, при том, что здесь нету электропривода. Это просто такая настройка тросика и пружинки. Мне кажется, что это отличная история. Также у нас под полом находится полноценная запаска. И вы должны помнить, что здесь задние сиденья не складываются, ну потому. Давайте посмотрим, как багажник открывается у Mazda. Нажимаем на кнопку.
Да, здесь никакие тросики и пружинки не настроены, вам нужно подойти и открыть этот самый багажник. Бонусом у вас складываются спинки задних сидений, но у вас нету ни запасного полноценного колеса, ни докатки, только ремкомплект. И, наконец, Peugeot 508. Багажник у нас открывается при помощи электропривода. И благодаря тому, что это у нас лифтбэк, у нас грандиозный доступ в этот самый багажник. Кроме всего прочего, вы здесь получаете докатку и у вас раскладываются задние сиденья. Если говорить о качестве материалов багажника, а наши премиальные зрители часто задают этот вопрос, то самые лучшие материалы используются в Peugeot 508, потому что здесь вот такая очень-очень качественная ворса. И знаете, мне ее очень жаль. Мне бы хотелось получить такое же корыто из пластика или из резины, которое есть в Toyota Camry, потому что вот это очень быстро можно испачкать и будет очень-очень жаль. А теперь небольшая, но очень полезная для нас всех рекламная пауза. Вы знаете, что у нас есть страховые партнеры. Один из них — это мощная, с мировым именем страховая компания Colonnado. Ее рейтинг надежности 3А. Это означает, что у компании всегда есть деньги на выплаты. Но дело не только в надежности, дело в продуктах, которые предлагает Colonnado. А мне, например, очень понравился продукт, который называется Суперцивилка. Он разработан для людей, которые владеют автомобилями, которые были в употреблении с 2010 года. И это означает, что вы можете приобрести себе гражданскую ответственность с элементами каско, когда будут чинить не только автомобиль, который вы повредили, также будут чинить ваш автомобиль. Более того, в рамках этого пакета вы также дополнительно застрахованы от стихийного бедствия или от гидроудара. Ну и также не забываем, что компания Colonnado предлагает для владельцев новых автомобилей отличное предложение по каско, особенно если учитывать, что при покупке, если вы вводите промокод 2HP, то получаете скидку сразу в 15%. И не говорите, что это мало. Мы тормозим 60 км в час. У каждого автомобиля 3 попытки. Лучшее торможение Toyota 10 метров 76 сантиметров. Худший результат 11 метров 44 сантиметра. Средний по результатам 3 заездов 11 метров 4 сантиметра. Лучший результат Mazda 11 метров 66 сантиметров. Худший результат 12,67. Средний 12 метров 20 сантиметров. К моему удивлению, лучшее торможение Peugeot вполне конкурентно 10 метров 73 сантиметра. Худшее торможение 12,49. Средний результат 11 метров 71 сантиметр. Таким образом, первое место у Toyota, второе у Peugeot и третье, в нашем случае последнее, у Mazda. Очевидно, что Camry, она же Camry, это самый просторный автомобиль на нашем тесте. Здесь очень много места. Мои колени не достают до спинок, при том, что водительское сиденье настроено под меня. Здесь отличный подлокотник. Здесь у нас отличное место для подстаканников. У нас есть 2 воздуховода, внизу у нас 2 разъема, не поленюсь посмотреть, да, 2 разъема USB, не Type-C. Кроме всего прочего, задние сиденья Toyota Camry, они мне напоминают, конечно же, бизнес-класс, потому что вот у нас шикарный подлокотник, а рядом с ним управление всеми системами для второго ряда. Какими системами? Во-первых, у нас есть шторка. Вот сейчас она у нас активировалась. Во-вторых, у нас есть вот вторые шторки, но правда ты с пульта ими никак не можешь управлять. Затем у нас есть подогрев сидений второго ряда. Дальше вы можете управлять радио. Кроме всего прочего, вы также можете регулировать положение спинок сидений. Сейчас я вам покажу. Вот, пожалуйста, пассажирская спинка сидений выдвинулась. И точно так же она задвинулась. То же самое я могу сделать со своей половинкой второго ряда. Вот, пожалуйста. И это, конечно же, мощнейшее конкурентное преимущество
Понятное дело, что как бизнес-класс, как машина для работы, как машина для человека, который приобретает себе Toyota для того, чтобы у него был водитель, а его возили, его интересовал только второй ряд сидений, то здесь Toyota Camry просто вне конкуренции. Очень много места, у вас регулируются спинки сидений и у вас есть блок управления практически всего. Теперь давайте перейдем в Mazda 6. История второго ряда Mazda 6 гораздо более скромнее, чем у Toyota Camry, потому что здесь явно меньше места, чем там. Во-вторых, здесь у нас нету никаких электроприводов спинок сидений, и спинки у нас не регулируются. В-третьих, со второго ряда мы не можем управлять ни шторками, ни магнитолой. Единственное наше развлечение — это включение подогрева сидений и два подстаканника. Кстати, здесь я пока не нахожу разъемов USB, но только потому, что я их не увидел сразу. Они находятся вот здесь в подлокотнике. Что еще можно хорошего рассказать об этом салоне? У нас хорошая диодная подсветочка. И я практически не упираюсь головой в потолок. Это хорошо. Я думал, что будет здесь теснее. В номинации «Самый тесный салон среди трех вот этих конкурентов», конечно же, побеждает Peugeot 508. Я коленками упираю в спинку сидений. Они хоть и мягкие, но тем не менее. Также я головой упираюсь в потолок. И очевидно, что здесь достаточно узко. Есть ли какие-то хорошие новости для пассажиров второго ряда? Но у вас по-прежнему очень крутые, мягкие дизайнерские сиденья. Есть два разъема USB, есть два подлокотника. И у нас, посмотрите, у нас же безрамочные двери. Они безрамочные не только для передних пассажиров, но и для задних. Также я здесь вот так вот сразу навскидку не могу найти подогрев сидений. А теперь давайте посмотрим на результаты змейки и окончательно разберемся, где виноваты шины, а где настройки подвески. Итак, Toyota проходит это упражнение за 11,68. Едет традиционно валкой, достаточно размашисто, но понятно и без сюрпризов. Mazda кренится меньше, от этого и траектория получше, и время 11:20. Тут Mazda утирает нос Toyota, но у нас еще не сказал свое слово Peugeot, который внезапно выстреливает с лучшим временем 11:08. Ясное дело, что вся троица помещается в 1 секунду, но на змейке даже полсекунды – это значительный отрыв. И здесь назревает вопрос. Что же случилось на переставке с Peugeot? Это все-таки шины или что-то другое? Разумеется, мы также проверили, способны ли данные автомобили отреагировать на потенциально опасную ситуацию. Например, самостоятельно затормозить перед внезапно возникшей преградой. Каждый из конкурентов получил по одной попытке. Первая проводилась до скорости в 30 км в час без включения активного круиз-контроля. Вторая чуть выше 30 с включенным активным круиз-контролем. Начинаем с Mazda 6. Автомобиль своевременно выявляет угрозу, подает звуковые сигналы внутри автомобиля и графические знаки на приборке. Определив, что водитель не намерен реагировать на угрозу, сразу последовало экстренное торможение, и автомобиль избежал столкновения. Поможет ли Mazda активный круиз-контроль, который по сути является зародышем автопилота? Да, поможет. При этом, как мне кажется, он гораздо раньше и лучше оценивает дорожную ситуацию. Peugeot 508 и вообще марка Peugeot в таких тестах еще ни разу не давала сбой. Все происходило четко и предсказуемо. В этот раз первая попытка подтверждает мою уверенность. Резкое торможение, полная остановка перед препятствием. С
включенным активным круиз-контролем все происходит не менее четко и понятно. Звуковой сигнал, графические предупреждения на щитке. Похоже, Peugeot вы можете полностью доверять, но помните, что все электронные системы автомобиля называются ассистентами, и ответственным за вождение автомобиля по-прежнему несет исключительно водитель. А теперь перейдем к печально или скандально знаменитой Toyota, модели которой завидным постоянством не реагируют на препятствия и сносят их с лица земли. Обновленная Camry, несмотря на слезные заверения производителя, уже с первой попытки совершает ДТП. Но мы не переходим ко второму упражнению с включенным круиз-контролем, а начинаем ковыряться в настройках, где условно увеличиваем чувствительность датчиков и радаров. В отличие от предыдущих моделей, с обновленным тойотовским седаном это срабатывает. И он сенсационно и добровольно вытормаживается перед препятствием. С включенным активным круиз-контролем это происходит с большим запасом и очень бережно. Наконец-то, спасибо Toyota за проделанную работу над ошибками. Вы уже видели одиночные обзоры данных автомобилей на нашем канале. Кто нет, прямо сейчас вы увидите на них ссылки. Переходите и получите больше подробной информации по каждой из моделей. Мы же продолжаем сравнение и продолжаем его рассказом про моторы, коробки, мощность, динамику и расход топлива. Итак, Mazda 6 на нашем тесте вооружена бензиновым турбомотором объемом 2,5 литра и автоматической шестиступенчатой коробкой. Мощность 231 лошадиная сила, крутящий момент 420 ньютонов. Обещанный разгон 7 секунд, обещанный расход 10,7 в городе и 5,9 на трассе. Toyota Camry 2,5 литра, 8-ступенчатый автомат, не вариатор. 207 лошадиных сил, крутящий момент 243 ньютона. Обещанный разгон 8,7 секунды, расход в городе 9,3, на трассе 5,4. Peugeot 508. Здесь у нас 2-литровый турбодизель и 8-ступенчатый автомат. Мощность 180 лошадиных сил, крутящий момент 400 ньютонов. Обещанный разгон 8,7, расход в городе 7,1 литра и на трассе 4,6. Что в реальности? Начнем с расхода. Его мы проверяем только на трассе при включенном круиз-контроле для того, чтобы максимально избежать человеческого фактора. При скорости 90 км в час расход Toyota составляет 4,6-4,7 литра бензина. При увеличении скорости до 130 км расход возрастает до показателей 6,6-6,7 литров. По динамике 9,8. Это на секунду хуже заявленного результата. Какие показатели у дизельного Peugeot? На скорости в 90 это 4,2 литра дистоплива, на 130 5,8, 5,9. Лучший результат по разгону 9,2 секунды. Mazda 6 на нашем тесте самая мощная и по идее должна больше потреблять и быстрее разгоняться. Хотя случаи бывают разные. Итак, 7,2 до сотни. Это практически заявленные 7 секунд. По расходу на скорости в 90 это 6,2, на скорости 130 8,5. Итоги подведем. Самым экономичным выглядит дизельный Peugeot. Но к нему очень близко подтягивается Toyota, по крайней мере, если мы говорим о расходе на трассе. Mazda при этом самая прожорливая и самая быстрая, а Toyota проигрывает всем по разгону. А теперь самое время провести гонки на 402 метра, оставив за скобками Mazda, которая по понятным причинам быстрее конкурентов. Итак, первый заезд. В нем с незначительным отрывом побеждает Toyota Camry, которая медленнее до 100 км, но быстрее после них. Во втором заезде что-то идет не так, и Peugeot финиширует первым, с убедительным отрывом. Третья попытка должна рассудить наших конкурентов. И здесь снова побеждает Toyota. С трудом, но побеждает. О чем еще я не рассказал.
Во-первых, это багажники. Здесь мы ориентируемся на информацию от производителей. Багажник Mazda в зависимости от наличия или отсутствия сабвуфера составляет 429 или 480 литров. У Toyota этот показатель колеблется в рамках 469 или 493 литра. У Peugeot все конкретно 487 литров. И теперь немного о салонах и мультимедии. Я уже говорил о том, что интерфейс Toyota напоминает мне несколько запутанную речь Личко. Вроде бы смысл понятен, но предложение строится как-то нелогично. К тому же разрешение мониторов и качество картинки камеры оставляют желать лучшего. При этом по размерам салона, по уровню шумоизоляции и комфорту подвески Toyota практически непобедима. У Mazda, наверное, самый лаконичный и самый элегантный салон. У нее отличное управление мультимедией при помощи шайбы манипулятора, неплохая камера и хороший монитор мультимедии. По подвеске похоже на Toyota, по шумоизоляции близко к Toyota. По салону Mazda выглядит меньше и теснее. Peugeot 508 бесспорно имеет самый авангардный дизайн интерьера и самые богатые материалы салона. Мультимедиа и дисплей щитка приборов на 3 головы выше, чем у японцев. По сути, Peugeot — это летающая тарелка, а Mazda и Toyota — надежные бомбардировщики времен Второй мировой войны. При этом подвеска Peugeot жестче, чем у конкурентов, салон заметно теснее и чуть хуже шумоизоляция. Не знаю, как вы, но я до сих пор не определился, что бы я выбрал среди этих трех автомобилей. Мне очень нравится салон Peugeot, мне нравятся вот эти инновационные диджитальные вещи. Мне нравится, как едет и разгоняется Mazda 6 Turbo. И, конечно, я в восторге от комфорта и размеров салона Toyota Camry. Что же брать? Что выберу я? Что выберете вы? Напишите в своих комментариях. Я думаю, что мы хорошо для этого постарались.